Привет всем! Меня зовут Иван, я из Екатеринбурга, Россия. Одно из направлений нашего тюремного проекта, это чтобы, это на мой взгляд, конечно, чтобы люди в местах лишения свободы знали свои права, учились отстаивать их, чувствовали поддержку, знали, куда обратиться после освобождения. К сожалению, места лишения свободы остаются одним из самых проблемных мест, где, как правило, права человека все-таки нарушаются. И мы просто как-то обязаны реагировать на это и добиваться системных все-таки изменений. Подавляющее большинство наших клиентов, люди, употребляющие наркотики, конечно, имеют проблемы с законом. Очень многие отбывали в местах лишения свободы. Ну и на данный момент все знают, что происходит в российских тюрьмах. Только по нашей любимой народной наркостатье 228. Хочу рассказать вам про одного из участников нашего проекта, Сашку Верещагина. Освободился он последний раз в 12 или в 13 году. И вся жизнь, в общем, такая: детдом, тюрьма, употребление наркотиков. Этот замкнутый круг, из которого практически иногда невозможно вырваться. Сейчас доеду до него, созвонился. Живет в гараже. И несмотря на все свои такие довольно сложные жизненные проблемы, ситуации, как-то всегда остается все равно на позитиве. Хороший такой парень, Сашка Верещагин. Меня зовут Александр, фамилия Верещагин. То есть живу в гараже по одной ситуации, что у меня нет жилья, нет здоровья, то есть постоянные болезни, отсутствие регистрации, прописки, отсутствие интереса ко мне властей, то есть администрации Екатеринбурга. Вынужден пробиваться из-за отсутствия работы, нигде не берут на работу. Возраст и болезни говорят сами за себя. Купил себе гараж, живу в гараже, то есть. Проходите. Здесь у меня здесь я сплю, живу. Компьютер свой, то есть. Да. Познакомился с Иваном, они помогли мне с документами совсем, то есть туберкулезом переболел, то есть как раз после этого момента, после болезни туберкулеза, более плотно за мной Иван начал заниматься, то есть моими делами. Поддерживают как могут, то есть морально, физически, материально, то есть я имею в виду, то есть продукты где-то деньгами могут помочь. Но очень-очень важна именно моральная Ванькина поддержка, то есть ребят, которые работают с ним. И, конечно же, то есть люди, употребляющие наркотики, они постоянно гнобятся другими, то есть властями, близкими, знакомыми, просто прохожими людьми, которые нас не понимают вообще, по сути, и закон никогда ни в чем не поддерживает. Благодаря такими, как Иван, то есть госслужбам, то есть все-таки есть поддержка, есть все, и понимание. То есть в таком состоянии, то есть люди мы и находимся, употребляющие наркотики. История с Саней Верещагиным, она, конечно, показательная, где наглядно видно, как система перемалывает человека и фактически не оставляет ему шансов вернуться в социум. Такие люди, как правило, не нужны у нас никому. Государство не поддерживает. Человек остается один на один со своей проблемой. А мы до сих пор так и не можем добиться какого-то жилья для Сашки. Чтобы права человека соблюдались в полной мере, необходимы системные изменения. Наша система не ориентирована на человека. И ждать, что завтра что-то изменится, как минимум глупо. Нам важно, чтобы люди, употребляющие наркотики, люди, находящиеся в местах лишения свободы, поверили в себя, поверили в то, что они могут отстоять себя и свои права в любой ситуации, в любом месте.
Ну и мы просто обязаны поддерживать их в этом. Всем нам сил, веры, терпения, ну и мужества идти до конца.